Всем привет! Сегодня 8 марта. И что мы сегодня собираемся делать? Вкратце ничего. Потому что у нас все еще все закрыто. У нас ни ресторанов, ни кафе, ни отелей даже нет открытых. Поэтому вариант или сидеть дома, или выйти просто в город. Есть пару вещей, которыми я хочу сегодня поделиться. Во-первых, я хочу немного накраситься. И да, с тех пор, как вы меня видели, хотя тогда тоже не было особых проблем, но за последние 2 месяца мое лицо намного улучшилось, моя кожа. Кстати, я перекрасила волосы, если вы заметили. Последний раз я их красила в ноябре, когда мы были в Турции, и с тех пор у меня отросли корни. В корнях у меня все равно был свой цвет, так он еще отрос, и было некрасиво. Тут было слишком желто, здесь было слишком темно. Теперь желтые участки ушли. Я их не затемнила, но использовали специальный шампунь, чтобы убрать всю желтизну. И сейчас просто такой пепельно-бежевый цвет. И то же самое в корнях. Итак, сначала я просто мажу тушь на незакрученные ресницы. Я из тех, кто размазывает тушь по всему веку глаза. Я пытаюсь сейчас этого не делать, но обычно это так и бывает. Поэтому я мажу тушь до того, как я приступлю к основной части макияжа, там, не знаю, к тональному, к теням. Вот, я намазала 3 слоя туши. Они длинные, ровные и не закрученные. То есть они сейчас выглядят закрученными, но через минуту они опустятся. Поэтому сейчас я покажу, что я делаю. Я намажу последний слой на этот глаз и покажу. Пора закручивать. Я просто пытаюсь дойти до корней. Пару раз нажимаю. И все. Вот. Теперь я пройдусь еще раз. Видите разницу между глазами? Даже и тени не нужны. Но я обычно тени мажу просто на эту вот часть, чтобы более выразить приподнятость век. Теперь можно приступать к коже. Я буду использовать BB Cream. Я использую от NARS. Как тональный, как я много раз показывала у себя на Инстаграм, я использую, тоже она почти закончилась, новая на пути ко мне. Это от Becca. Пройдусь спонжем. Консилер я использую тоже от NARS. Так вот, остатки на спонже я просто наношу на веки, на край носа. Вот так вот. Пройду с пудрой Maybelline Fit Me. Мне нравится вообще не мазать пудру, потому что не хочу терять вот этот блеск и переливание от BB Cream. Но если этого не делать, то под глазами через какое-то время, там, через полчаса начинаются появляться всякие полоски и так далее, поэтому приходится это делать. И немного между бровями, проявить немного скулы. Раньше у меня скулы более выраженными были. С тех пор, как я начала вот это лечение новое для акне, как я уже говорила, это гормональное лечение, поэтому от этих таблеток я набрала пару килограмм, что меня очень огорчает, потому что эта тема у меня имеет очень глубокий психологический корень, так скажем. Поэтому это одна из причин также, почему последние месяцы меня редко видно. Пытаюсь как-то с этим смириться, как-то не превращать это в глобальную проблему. В итоге я не превышаю свой нормальный вес и как бы я не такая жирная в итоге, но
после того, как я пыталась очень сильно пыталась пару лет назад похудеть, и в итоге я похудела. Мой самый низкий вес был летом 2019 года. Я весила 54 килограмма, и когда я смотрю на эти фотографии, думаю, боже, как же я тогда думала, что вот скинуть бы еще 2-3 килограмма. Сейчас я вешу на 5 килограмм больше. В последнее время я ем десертов, которые я там готовлю для мужа, или если остатки от выпечки, то я их обязательно тоже сожру. Этого раньше не происходило. И даже во время карантина, когда был total lockdown, конечно, я не готовила ничего, не было никаких заказов, я их не брала. И даже в то время, когда я готовила иногда просто для себя дома, для мужа или для его родителей, например, то я ела просто кусочек. Мне хочется как можно быстро вернуться к нормальной жизни, чтобы мы могли там ехать, путешествовать, строить какие-то планы. Каждый раз, когда мы куда-то путешествуем, особенно в Турцию, в Анталию, из-за того, что у нас на летние каникулы, я бы не сказала активный отдых, но как бы весь день на море, мы играем около 3-4 часов в день в волейбол. Если вы не знаете, я бывшая волейболистка, и да, я главная причина, почему я обожаю просто проводить лето в Анталии, потому что там во всех отелях есть волейбольные площадки на море, как бы весь день в движении, особо о еде и не бывает времени подумать. Если даже я там кушаю, то только в основном фрукты, салаты, и возвращаюсь я всегда с Анталии там минус 2 килограмма. А сейчас вот мы там не были очень долгое время, и я очень соскучилась. Пройдусь темно-коричневыми тенями в линии ресниц, потому что не хочу рисовать стрелки. И мажу тушь на нижние ресницы. Сейчас я пройдусь по верхней, внутренней части, не знаю, как она называется, под ресницами, так скажем, чтобы не оставалось вот этого просвета между ресницами. С бровями я особо ничего не делаю. Использую гель от Benefit 24-Hour Brow Setter. Моментально они сразу ухвачиваются. Я совсем забыла про контур носа. Моя любимая, одна из любимых частей макияжа, если, кстати, спросите, любимые части, это тушь в первую очередь, а второе это контуринг носа. Видите, как он визуально уменьшился. Вот. И иногда я прохожусь тоже вот здесь, чтобы показать нос более приподнятым. Сильный оттенок я оставлять не люблю, я его сейчас буду растушевывать, но я хорошо проявляю эти линии, чтобы после растушевки форма была все еще заметна. Вот. И прохожусь самым светлым оттенком сверху. Без продукта, без ничего. И растушевываю. Так, я хочу заполнить внутри чуть посветлее. Вот, да. Потом я пройдусь уже по наружной части, чтобы сделать более аккуратный контур. И
Не могу сказать, что это особо помогает макияжу сохраниться под маской, но лучше, чем без. Я хочу что-нибудь сделать с волосами. Не хочу их выпрямлять, чтобы они еще только вышли с процесса окрашивания, но, может, я их соберу и вернусь. И вот мои волосы тоже наконец-то готовы, ногти тоже. Я хотела выпрямлять волосы, чтобы их не сжечь. Вот решила их вот так вот собрать в сосисочки. Оденусь, чтобы снять видео. Я решила в итоге снять видео для Инстаграма в праздничном духе. У меня будет розовый аутфит. Но я не уверена, что я останусь в этом аутфите, если мы в итоге выйдем гулять, потому что здесь опять похолодало, и мне кажется, выйти в юбке с длинным пальто и так далее неохота. Поэтому я просто сниму видео и потом переоденусь. И вот мой полный лук. Надеюсь, вам нравится так же, как мне. Особенно, как цветы подходят под этот лук. Мне очень нравится, как мое лицо выглядит под солнцем. Мне только что пришла посылочка от Кику. Это новая весенняя коллекция. И я хочу ее распаковать вместе с вами. Снаружи такой ужасный ветер. Я надеюсь, меня слышно. Что здесь у нас? Румяна. О, палетка теней. Мне очень интересно, какие там тона. Красиво. Вот. Сразу могу сказать, эти два тона мои самые любимые. Я всегда ими пользуюсь в своем макияже. А этот отличный оттенок, чтобы подвести глаза вместо стрелок. О, это вообще шикарно. Это тушь. Одна сторона дает объем, а другая сторона закручивает и удлиняет. Отлично, надо попробовать. Это лак для ногтей. Это, lip gloss. Вау, клевый оттенок. Мне очень нравятся продукты для губ от Kiko. Помады, карандаши для губ, блески. Очень нежный оттенок. Это хайлайтер. Как клево. Я вспомнила, в детстве у моей мамы тоже были такие румяна. Кажется, мне было 5-6 лет, что ли. Я всегда приходила, брала шарик и терла пальцы, чтобы поиграться с этим шариком. Серум. Вот. И я с вами хочу распаковать еще кое-что. Именно мой подарочек. Мне так не терпелось его открыть. Это парфюм J'adore. Вот он, красавец. Даже не терпится его попробовать. Как же соскучилась по этому аромату. Он у меня последний раз был очень много лет назад. Я даже была ребенком, кажется. Мне подарили маленькую версию. И с тех пор я все время хотела его снова купить. Никак как-то руки не доходили до него. Я последние 3 года пользовалась Нарциссу Родригес Пудре. Я просто обожаю этот запах. Но я подумала, пора переходить на что-то новое. Это, я так понимаю, тестер. Тоже тестер. Крем для глаз. О, а вот про это я не знала. Вау. Здесь тушь и праймер для ресниц, чтобы мазать перед тушью. Это что-то интересное. Это я раньше не встречала. Так. О.
Отлично. Никогда не пользовалась тушью от Dior. Мне кажется, она будет придавать больше объема, чем длины. Посмотрим. И здесь еще 2 тестера. Это J'adore, но другие версии. По-моему, это Absolu, а здесь 2 других варианта. Крем от морщин. Вот и все. И самое главное, у меня есть коробочка. Обожаю просто такие коробки. Куда бы поставить ее? Надо подумать. Мы решили выйти в город. Вот мой аутфит. Мы сегодня одинаково выглядим. Usually we are wearing the same. Yes, I'm matching my new hair color. And I have beige boots. Yeah, and I'll show you the city. Ой, я забыла, что я снимала на русском. Да, мы идем в центр просто погулять, и я покажу вам наши торговые улицы. Мы доехали в город, в центр. Уже начинает темнеть. Сейчас моя прекрасная помада испортится. Я, наверное, зайду в Зару и покажу вам вокруг. Это, кстати, единственный высокоэтажный отель в Брюсселе. Единственный. Мы вернулись только что домой, уже, по-моему, 8 часов, день пришел к концу. Надеюсь, вам понравился этот мини-влог, так скажем. Вроде все. Дайте мне знать ваше мнение про это видео или про то, что вы хотите увидеть. Я всегда это спрашиваю, потому что я действительно хочу, чтобы видео было в вашем кругу интереса, а не только в моем. Я всегда учитываю ваши комментарии, ваши сообщения. Я знаю, всех интересует тема про кожу. Это обязательно будет. Я просто действительно ждала, чтобы быть уверенной. А то до сих пор я всегда делилась или там даже сама себе говорила, что вот, помогло, вот все шикарно. И потом как-то раз, и все ушло обратно к началу. Поэтому я хотела быть уверенной, что это не одно из них, не такой же... не будет такой же концовки, как раньше. И слава богу, пока все так хорошо. Вот под цветом видите, что текстура кожи очень хорошая, нет всяких бугорков, там, не знаю, всяких впадин. У меня их было очень много еще до начала лечения. У меня были маленькие точки, кроме больших прыщей, были маленькие точки по всему лицу. Слава богу, этого нет уже давно. Вот. Так что ждите, это видео скоро будет. Я думаю, оно будет в 2 частях, потому что есть очень много чего мне и хочется, и нужно вам рассказать, чтобы вы не совершали ошибок, или чтобы вы знали, с чего начать и с чего не начинать, чтобы у вас этот процесс не занял столько же лет, сколько у меня. Действительно, это уже 4-й год, как я лечусь от акне. Вот. Все, я очень много проболталась опять. Не забывайте ставить палец вверх и подписываться. Пока!